저를 어렸을 때부터 키워주시는 우리 외할머니가 돌아가셨다는 소식을 좀 접했어요. 実は僕が日本に来てすぐ、僕が子供の頃から育ててくださった祖母が亡くなったという知らせに触れました。 굉장히 좀 놀라고 뭐 물론 당황스러웠는데 좀 멤버들이랑 뭐 밥도 먹고 뭐 공연도 리허설도 준비하면서 좀 그 당혹스러움이 많이 줄었던 것 같아요. 네. Что же на самом деле произошло в тот тихий, душераздирающий день? И почему атмосфера на похоронах была настолько тяжелой, что никто не мог это объяснить? Могла ли за скорбью, которая потрясла каждого участника BTS, скрываться более глубокая история? Прежде чем мы все раскроем, оставайтесь с этой историей до самого конца. Потому что то, что вы сейчас прочитаете, это не просто момент скорби. Это болезненная правда, которая показывает, как даже самые яркие звезды могут быть повержены потерей. И если эта история тронула вас, не забудьте поставить лайк, поделиться своими мыслями в комментариях и подписаться, потому что некоторые истории заслуживают того, чтобы их прочувствовали вместе. День начался не с шума, а с тишины. Тишины настолько глубокой, что казалось, она эхом разносилась по каждому уголку пространства, где собрались семья, друзья и близкие. Небо над головой казалось приглушенным, словно отражая коллективную скорбь внизу. Одетые во все черное, участники BTS пребывали один за другим, их присутствие привлекало тихое внимание. Однако в воздухе не витало ощущение звездности, только безошибочная тяжесть скорби. В центре всего этого стоял Джей Хоуп. Но это был не тот Джей Хоуп, которого знает весь мир. Не тот сияющий исполнитель с безграничной энергией и улыбкой, который освещает целые арены. Это был Чон Ха Сок, внук, переживший потерю, которая ранила его глубже, чем кто-либо мог по-настоящему понять. Его поза была устойчивой, но в нем чувствовалась какая-то непривычная, почти хрупкая неподвижность. В его глазах читалась тяжесть, что-то, намекающее на боль, выходящую за рамки текущего момента. Что делало этот день еще более тяжелым, так это не только сама потеря, но и история, стоящая за ней. Те, кто был ближе всего к Джей Хоупу, знали, что его бабушка была не просто членом семьи. Она была опорой в его жизни. Человек, который был свидетелем его пути задолго до того, как мир стал его поддерживать. Человек, который верил в него, когда его мечты еще только формировались, были неопределенными и далекими. И теперь ее не стало. Но почему эта потеря ощущалась иначе? Почему это произвело такое сильное впечатление не только на Джей Хоупа, но и на каждого участника, стоявшего рядом с ним? Когда началась церемония, в первом ряду стоял портрет его бабушки в рамке, излучающий тихое тепло, которое болезненно контрастировало с окружающей его скорбью. Ее нежное выражение лица казалось почти живым, словно она все еще наблюдала за ним, и, возможно, в каком-то смысле так оно и было. Чингук стоял рядом, его обычная уверенность сменилась сдержанным, задумчивым поведением. Его взгляд часто опускался, избегая прямого контакта, словно пытаясь сдержать эмоции, которые грозили вырваться наружу. Поклонники, позже увидевшие фрагменты этого момента, описывали его как изменившегося, более тихого, задумчивого, глубоко тронутого. Было ли это сочувствие? Осознание того, как быстротечно время? Или это было что-то более личное, что он предпочел не показывать? РМ, как всегда, лидер, сохранял внешнее спокойствие, но в его глазах читалось глубокое понимание, которое говорило о многом. Он был не просто лидером, а тем, кто нес на себе эмоциональную тяжесть группы, гарантируя, что никто не останется один в своем горе. Джин, известный своей теплотой и юмором, казался необычайно тихим. Его присутствие было устойчивым, но в его выражении лица чувствовалась мягкость, намекающая на более глубокую эмоциональную реакцию. Шуга оставался спокойным, почти стоическим, но те, кто его знал, могли почувствовать самоанализ под его невозмутимой внешностью. Сочувствие Чимина, пожалуй, было наиболее очевидным. Его взгляд часто возвращался к Джей Хоупу, полный беспокойства, словно он молча спрашивал: «Ты в порядке?» Ви стоял тихо, его выражение лица было спокойным, но, несомненно, тяжелым, впитывая атмосферу своим собственным задумчивым образом. Но затем что-то изменилось. Это не было громко.
Это не было драматично. Это был небольшой момент, почти незаметный для тех, кто не обращал на него пристального внимания. Руки Джей Хоупа слегка сжались, когда он стоял перед портретом. Его дыхание замерло на секунду, и в эту секунду все, казалось, остановилось. Вспоминал ли он что-то? Момент из прошлого, незаконченный разговор, обещание, которое он хотел бы сдержать? Никто не мог сказать наверняка. Но в этой короткой паузе глубина его горя стала неоспоримой. Среди присутствующих раздавались шепотки, тонкие намеки на то, что обстоятельства смерти его бабушки были не совсем простыми. Хотя подробности оставались в тайне из уважения, все понимали, что это не просто прощание, а момент, наполненный сложными эмоциями. Возможно, что-то осталось недосказанным. Возможно, были моменты, которые Джей Хоуп хотел бы пережить заново. И, возможно, именно это и делало все таким болезненным. Потому что горе – это не только потеря. Это все, что с ней связано – воспоминания, сожаления, любовь, которой некуда деваться. По мере продолжения церемонии тишина становилась почти невыносимой. Не было ни пафосных речей, ни драматических выражений, только тихое присутствие. И в этой тишине каждая эмоция ощущалась усиленной. Поклонники по всему миру начали реагировать на появление фотографий и сообщений о похоронах. Социальные сети наполнились комментариями. Сообщения поддержки, любви и соболезнований. Но за словами скрывалось общее чувство, коллективная боль, которая преодолевала расстояние. AR и Муай в тот момент поняли нечто важное. BTS – это не просто айдолы. Они – люди. Они чувствуют потерю. Они переживают боль. Они хранят воспоминания, которые формируют их как на сцене, так и вне ее. И этот момент, этот тихий, болезненный день, стал напоминанием об этой истине. Когда церемония приближалась к своему завершению, оставалось ощущение чего-то неразрешенного, не в негативном смысле, а в том смысле, как горе часто оставляет вещи незавершенными. Нет идеального завершения, нет момента, который полностью исцеляет боль. Только время. Только воспоминания. Только медленный процесс обучения жизни с отсутствием. Когда пришло время уходить, участники не спешили. Их шаги были медленными, размеренными, как будто каждое движение требовало усилий. Джей Хоуп немного задержался позади, его взгляд был прикован к нему еще мгновение. Этот последний взгляд, что он означал? Прощание. Благодарность. Молчаливое обещание сохранить память о ней? Никто не мог ответить, но все это чувствовали. Чингук, заметив это, остался рядом, ничего не говоря, не привлекая внимания, просто был там. И в этом простом поступке было что-то невероятно сильное. Потому что иногда поддержка не требует слов. Иногда достаточно просто присутствия. Когда они уходили вместе, не было ощущения завершенности. Только начало новой главы, отмеченной размышлениями, исцелением, тельхой силой, которая приходит от столкновения с чем-то глубоко личным. Изменит ли их этот момент? Повлияет ли он на их музыку, их выступления, на то, как они общаются с фанатами? Возможно. Или, возможно, это останется чем-то личным, чем-то, что они носят в себе. В любом случае, это часть их истории. Истории, определяемой не славой или успехом, а чем-то гораздо более реальным, потерей, любовью и прочной связью, которая их объединяет. И теперь, когда вы размышляете об этой истории, остается один вопрос: сближают ли нас такие моменты с людьми, которыми мы восхищаемся? Или же они напоминают нам о том, как многого мы, возможно, никогда по-настоящему не узнаем? Поделитесь своими мыслями. Потому что иногда самые значимые истории – это не те, которые мы полностью понимаем, а те, которые мы глубоко переживаем.